когда мы едем куда-то путешествовать, вот вроде все распланировано, но нет, это не наш формат. Мы сели на тот поезд. Ну почему мы всегда попадаем? 99 евро всего лишь. Мы вообще во всех странах едим сосиски. У меня тут план банан. Перепробовать все бананы. Конец Вены. Нам надо идти 25 минут. Автобус развернулся и поехал обратно в город. Капздец. Дойдем мы или не дойдем? Возьми бесплатно ее. Но нет, стоит это евро 30. Мы увидели тут сакуру, и для этого не нужно ехать в Японию. А тут есть даже такой вид развлечений для ленивых и богатых. И вот это вот вся разноцветная штуковина, мусоросжигающий завод. Сашка, сфоткай меня. Офигеть! Хулиганье. Полиция нравов просто. Доброе утро! Мы уже на вокзале. Сашка, покажи. Вот такой вроде красивущий просто И вокзал. пустой. И да, очень часто пустой, но вот не пустой, там уже есть мы. Короче, ребята, сейчас мы едем в Варшаву. Потом все будем показывать. В Модлин, да, и короче. Еще долго. Да. Возможно, я хочу сказать, возможно, мы не будем так много всего показывать, потому что если мы очень много, как практика показывает, когда мы все снимаем, то мало смотрят. Ну из того, Да, что, наверное, да и мы сами теряем время на это. Да, поэтому я думаю, что мы будем больше снимать в Инстаграм, потому что это удобнее. Ну, потому что это достал быстрые телефон, штуки. Да. И поэтому я хотела сказать, что если кому-то интересно посмотреть то, чего не будет во влоге, то обязательно приходите в наш Инстаграм. Ссылочка вот здесь. Вот тут вот прям. Вот, там будут закрепленные вечные сторис. Поэтому переходите, смотрите. А вообще тут будет тоже что-то интересное, поэтому Самое смотрите. важное здесь. Да, смотрите, оставайтесь и погнали. Так, ребята, ну-ка, Сашка, повернись. Мы налегке. Да? Рюкзачок Сашкин. У меня тоже небольшой. И тут... Полупустой. Да. Ну, потому что мы едем-то на пару дней. Хотя... Ребята, хотела бы мувить вам. Хотела бы сказать вам, что, во-первых, у Ренейра изменились эти габариты. Ну да, они давно изменились. Ну, обычно с рюкзаком пускают. Ну да, но мы все равно ездим с большими. По правилам вот да. такой, наверное. Мы рискуем деньгами, но рискуют деньгами все. Мы заметили, что так все ездят. И таких рюкзаков не бывает почти. Ну, с детскими. Кто с ним летает? Ну, никто. Обычно никто не проверяет, поэтому мы рискуем и едем так. Но вам не советую. Как бы, если что, не думайте, что если мы так делаем, то вы тоже так можете делать. То есть рисковать все-таки это деньги. Ну, все-таки это такое, да, Сашка? Ну, пока у нас не было проблем. Да, поэтому мы рискуем дальше. Раньше можно было. Но если большим что, рюкзаком. Сейчас мы потеряем 50 евро, да? Наверное, больше. Может, больше. Саша, покажи, какой у меня рюкзак. У тебя? Да. Маленький. Маленький у меня маленький. У меня, как всегда, мой боевой. Вот, ну, он хотя бы такой тканевый, сжимающийся, да. Его можно впихнуть в любые рамки. Сашки тоже. Но у меня не так хорошо, но его тоже можно согнуть. Да. Короче, ребятки, все. Мы будем сейчас в Вене. Скоро, блин, так хочу уже. Я вот люблю этот момент, когда садишься, идешь на посадку самолета. О, обожаю просто, Серьга. Ребята, ну, как говорится, с почином нас. О чем мы говорим? Вот, когда мы едем куда-то путешествовать, вот вроде все распланировано. Мы всегда выходим заранее. Все у нас, я не знаю, как часы должно работать. Мы всегда так думаем, но нет. Ребята, но нет. Это не наш формат, как говорится. Сашка, ты должен рассказать. Ну, мы сели на тот поезд. Просто, вы понимаете, мы увидели пёсика красивого. И увидели на табло, и табло так рано поменялось, и приехал поезд. И пёсик заходил в тот поезд, и по табло как раз все совпадало. Нет, табло показало, что наш поезд. Ну, окей. Как бы остается 5 минут, как раз приехал заранее, ну мы и садимся. И песик пошел. И мы говорим, пошли в тот же вагон. Ну, мы как-то отвлеклись и пошли, короче, за песиком, сели, все нормально. Потом такие думаем, блин, ну а вдруг это не то, по времени не совпадает. Ну, он отправился сразу же. Мы потом, Саша говорит, блин, это не тот поезд, но следующая станция, получается, там одинаковая. Следующих 10 станций, наверное. Но он идет по тому же пути, но раньше заканчивает. Но мы вышли на первый же, потому что, очевидно, на том, что мы оплатили. И просто, почему мы всегда попадаем во что-то? Это хорошо, что вот так легко можно как бы исправить эту ситуацию. Ну, так тут, мы до аэропорта не доехали. Хорошо.
Я вообще не знаю, что мы потом делали. Если Сашка. мы в другую сторону. У нас такое было в Испании, но это долгая история. Короче, ребята, как говорится, не отвлекайтесь на пёсиков, хорошо? Будьте внимательными. Ну что, ребятки, еще раз вам привет. Мы уже в аэропорту. Это Модлин. Это самый маленький аэропорт. Мы прошли все за 2 минуты и сидим здесь уже. Ну, осталось уже, да, осталось еще минут 30. Мы уже поели, смонтировали видео, уже кроссовки почистили, кучу дел сделали. Короче, ребят, все, встретимся уже в Вене. А не, встретимся еще, ребятка, здесь. Мы сидим, посмотрите, какой вид. Вид прям на какие-то эти синие контейнеры. Ну, на самом деле, тут это козырное место. Мы сидим прямо, вот регистрационная эта стойка. И мы прямо здесь, самые первые. Но не факт, что мы будем в 4-м гейте, мы еще не знаем. Просто места были свободные, и мы сели. Ну а теперь точно, до встречи в Вене. Вы уже догадались, что мы в Вене. Ребята, Вена нас уже... Что такое? Фон видно? Не видит. Не видит. Тут не видит. Ладно, короче, хотела рассказать, как нас удивил, во-первых, немецкий язык. Я ничего не понимаю. Вообще просто. Во-вторых, вот это... Первый раз я такое вижу, какую-то четкость во всем. Порядок какой-то, ну... Ни одного нарушения. Но это мы пока так думаем. Все в масках, все вот ни на секундочку. Все должны ходить именно вот в таких масках, и все именно в них и ходят. А еще тут намного теплее, чем в Польше, и у них уже цветет эти деревья. Короче, ну первые наблюдения такие. Оставайтесь с нами, ребятки. Короче, мы приехали сюда, и вот аттракционы. Я хочу вот на эту башню, а Сашка не хочет, потому что Сашка трусишка. Говорит, не, мне страшно. Прикольно, там классно, а он не хочет. Ребятки, Алехандро, мы это сделали с самого утра, и вот мы заселились. Да. Конечно, Но сегодня был... Ну, честно говоря, мне было все нормально. Ну вот, давай, Сашка, расскажем. Все было нормально. Вообще, мы не опаздывали, все доехали. Но тут мы в Вене пошли в магазин. Да, и он... Что нам поесть нужно. И он высосал из нас все соки. Куча людей, потому что в Вене вот по выходным магазины не работают. Работает буквально там магазинов 10 на весь город, супермаркетов. И они переполнены. Вообще, просто там не повернуться, не развернуться, ничего. Не, ну, нужно отдать должное. Люди уступают, они ждут. То есть никто там не толкается. Все... Из-за того, что много людей, да. Очень культурно, да? Да. Все полки просто ломятся. Да. То есть нету, что пустой какой-то ряд. Там все забито просто. Вот как будто там только что прошел сотрудники, кстати, очень быстренько все делают. Магазины нереально агрессивны. Мы заснимем немножко как-нибудь, когда людей будет поменьше, показать, насколько уровень в магазине высокий, вообще классно, все хочется купить, все хочется съесть, да. Ну, то есть очень аппетитненько все лежит. И еще хотела сказать, что я вообще не устала. Пока мы летели, у нас была куча пересадок, я не чувствовала себя уставшей. Ну, как только я зашла в магазин, я тоже даже не чувствовала себя уставшей. А потом, когда уже стала выходить, я поняла, все, я не могу, это очередь, это очередь, и тут, и там. И даже, за батоном нельзя просто так сходить, потому что там очередь за этим батоном. Да? Да. Вот такие дела, ребятки. А вообще очевидно, что я не жаловаться включилась, а показать вам нашу комнату. Тут даже показывать нечего. Это такой же отель, что мы бронировали в Венеции, только там он был, во-первых, дешевле, во-вторых, новее. Да. Здесь так пошарпано. Тут немножко вот даже видно. Ну и в целом все проигрывает. Даже ресепшн. Там был автомат, мы зачекинились. Ну, вот такая комната. Ну, рассказывай, Сашка. Ну, в Венеции все было намного лучше. Ну, главное, свежая постель, кровать, полотенце. Все. Комната была в Венеции. Там, во-первых, отель был поновее сам. Ну, тут как бы,
посудите сами, как бы, ну, обычная комната, ну, не Airbnb. Ну, Некоторые, шар, ну, по-моему. некоторые квартиры на Airbnb попадаются тоже не очень, но очень и часто и классные попадаются. Не, ну, Ну, здесь по-разному. как бы, этот отель входит в сеть, которая предоставляет ваучеры. Круто же. 3 ночи за 99 евро. Это Чё вы дешевле, хотите? чем Мгм. снять комнату у кого-то в квартире. И плюс нам никто не будет ничего говорить, нас никто не будет трогать. Чисто Мы чё наша хотим, да. ванна, туалет. Не будем очереди ждать ванны, туалет. Не нужно ходить на цыпочках, вот это вот, не дай бог кого-то разбудить. Ребята, это 100% лучше. Вид Да? из окна. А вид из окна, мы прям в центре города. Уж извините-ка, а вот что у нас еще есть. Уж извините-ка, это уж круче. 99 евро всего лишь. Так, и можно показать ванну с туалетом. Блин, ребята, я не знаю, помните вы или нет, в Венеции мы были точно в таком отеле, да он там такой был просторный, там столько всего было, такой классный. Душ, конечно, вот я зашла, душ, раковина и унитаз. Ну, конечно, что еще надо? Ну, как бы больше ничего и не надо. Все как бы есть, даже точно такой фен и точно такое вот это вот мыло. Ну, или шампунь, не знаю, но я свое привезла. Больше ничего нету. Ну, в принципе, мне все равно нравится. Ребята, мне все устраивает больше, чем. Я так рада, что мы в Венеции, что мы приехали наконец-таки. Ой, Вене. Я так рада, что мы в Вене, что мы приехали наконец, что завтра у нас будет такой классный день, насыщенный. Мы будем ходить, все изучать, все это надо поузнавать, что тут, как тут. Еще хотела сказать, что мне очень сложно понимать, потому что они говорят на немецком, и это просто вообще ничего не понимаю. Только знаю eins, zwei, drei и nine. Nine это английское. Все, я только 3 знаю. Как? Nine. Нет. Nine нет, точно, и nine знаю. А я думала, это 9. Ну, в Англии 9, а здесь это нет. А тут это нет. Видите, ребятки, я 4 слова знаю. Я. Я. О, 5. А nine это нет. 5 слов? А данки. Данкишон, это спасибо. Да. Ну все, блин, можно оставаться Hello. жить. Hello. Hello, это типа привет? Да. Так, это я уже знаю, я могу предложение составить из этих слов. Так, наверное, надо показать, что мы... Ребята, а цены здесь? Ну, не сказать, что прямо ужасные. Ну как? Типа, когда ты приезжаешь из Польши, достаточно недорогой, ты думаешь, ну вот эти вот еврики... Могло быть подешевле. Да, могло быть подешевле. Конечно, если бы у нас была зарплата... Ну, вообще, если бы в Польше было евро, мы бы не чувствовали такой разницы. Ну, да, не, ну, как бы, и да, и нет. Короче, я вам сейчас покажу, что мы купили всего лишь на 20... Нет, мы купили на 20 евро, и сколько мы всего купили на эти 20 евро, вы сейчас увидите. Сколько немного. Ну, и сколько бы мы всего купили в Польше на эти 20 евро. Ну, это больше, чем 90 злотых. А 90 злотых... это 90 на пару злотых? недель закуп. Ну, Мы на такие 1,5 закупы дня. на 90 злотых устраиваем, Саш. Вот тут, смотрите. Мы взяли 4 круассана. Какая-то акция. Ну, не знаю, такие они прикольные. Больших. Ну, обязательно надо попробовать немецкие сосиски. Мы вообще во всех странах едим сосиски, потому что, ну, интересно же попробовать. Вот такое мяско взяли. Взяли вот таких 2 сыра. Блин, цвет тут, конечно, не Да, очень, да. ребят. Вот такой сыр какой-то твердый. Ну, он такой полутвердый. Блин, из-за этого не хочет фокусироваться. И вот такой бри. С такими какими-то фисташками, не знаю, зелененький. И вот такие печеньки. Печеньки. Лимонад, кстати, у меня тут, как этот, план банан. Перепробовать все бананы. Ой! Сашка! Ребятки, нет, план банан перепробовать все лимонады, а не перепробовать все бананы. Короче, перепробовать все лимонады, потому что, ну, блин, обычно, когда приезжаешь, какие бывают лимонады? Там, не знаю, фанта, спрайт, да и этот, как это его, кока-кола, блин. Да и все. Ладно, дальше. Хлеб. В Польше такой днем с огнем не сыщешь в магазине. Не, ну есть, но очень редко. Потом этот пиво Сашка себе взял. И вот такое вино. И самое интересное, это вино стоит меньше 3 евро. 2,79.
И Ну, оценки очень хорошие, надо проверить. оценки вообще хорошие. И Сашка сказала, надо брать. Ну, вино, к сожалению, французское, не австрийское. Австрийское, думаю, дороговато будет. А вот пиво можно и австрийское. Мгм. Ребятки, ну за свет простите нас, это не мы виноваты, это отель. Ребята, на часах почти 10 часов мы добирались по серпантинам. Ну, в прямом смысле, по серпантинам в гору, блин, непонятно как, пешком, ездя. Короче, история длинная, это надо в Инстаграм. Я все рассказала в Инстаграме. Ребят, не спрашивайте, где мы. А время? Сколько? 9 час? Да, полдевятого. 8:30. А мы в такой темноте забираемся на гору. В автобусе никого нет. Вообще никого, только мы. Вы, наверное, задаете вопрос, зачем мы едем в гору ночью одни. Мы сами не знаем на этот ответ. Интересно посмотреть. Мы пользуемся проездом. Мы купили проездной и подумали, почему Самую бы, дальнюю точку. и почему бы не использовать его на полную катушку, ребят. Я не могу, у меня нет слов. Это так смешно. Конец Вены. Нам надо идти, Мы в 25 минут. Мы думали, О, эту историю вообще просто не могу. Пока мы снимали видосик, Да, оказывается, автобус развернулся и поехал обратно в город, а не в горы. то есть мы не поехали туда, Хотя- куда должны были поехать. Короче, автобус, оказывается, этот не едет. Надо другого ждать. Они не все. Но- Какие-то едут сюда, какие-то туда. Да, а другой ждать еще 20 минут. Это дофига, холодно. И посмотрите, ни одной живой души. И конец Вены, блин. И Саша говорит, пошли пешком. А пешком идти хоть что-то посмотреть, типа, еще минут 20. 15. 15. О, ну это Это минут лучший 15-20. Короче, я не могу, только с нами такое может. Только с нами такое может произойти. Идем в гору. А я еще еду и говорю, Саш, как хорошо, у нас проездной. Хоть мы не пешком идем, потому что это очень далеко. Накаркала. А еще, знаете что? Тут нету света. Ну, типа, тут есть свет, но он такой тусклый. Вот то, что вы сейчас видите, это и все. Больше света нет. Он очень тусклый. Я не знаю, может, из-за того, что экономят. И тут в окнах ни у кого нет практически света. А если и есть, он такой еле-еле светит. А я еще думаю, такая, что у нас в отеле, вот где мы, где мы живем, там тоже такой тусклый свет. Думаю, что за фигня? А потом я поняла, из-за того, что тут очень дорогой свет, вот тут его экономят. Бля, как холодно, ребят. Держите за нас кулачки, дойдем мы или не дойдем. Надеюсь, нам ничего не случится. Ну это жесть. Бля, еще вот так вот поворачивать. Капздец. Ребят, вы не представляете, мы шли 15 минут. Мы еще срезали, а там лес. Расскажи, пожалуйста, Ну, там лес. Темно. Темно. Это хорошо, что мы срезали, потому что если бы мы не срезали, вот по этим серпантинам, вот посмотрите, вот это вот, такие серпантины, видите, какие? И какой-то дебил так гоняет, по этим, там вот еще хуже серпантин. Какой-то дебил так гоняет, что его заносит на вот этих поворотах. Бля, было так страшно. Да и вообще никого нету. Фу, ладно, короче, я уже пожаловалась. А теперь то, ради чего мы все это делали. Вот, ребят, вид. Как там? Нью-Йорк. Shake it, lemon, shake it, why now? Чи-чи-чи-чи-чи. Вот так-то, ребятки. Звезды на небе. А, не видно. Фу, чтобы я еще когда-нибудь... Короче, знаете что? Не совершайте наших ошибок. Во-первых, всегда слушайте Google, а во-вторых, ночью, неизвестно где, по каким-то серпантинам, Алехандро, не нужно этого делать. Ребят, по каким-то серпантинам ночью это реально опасно, может быть все что угодно. Честно, такое себе. Не то, что я чувствую себя не в безопасности, тут безопасно, но страшно из-за каких-то всяких придурков. Потому что они гоняют по этим серпантинам ужасно быстро. Сейчас мы очень сильно бежим, спешим, я бы сказала, на автобус. Потому что если мы не успеем, то придется, вообще домой пешком идти. Ребят,
Мы дома. После всех этих приключений мы вообще хорошо добрались в итоге. Ну, все нормально. Мы сейчас хотим попробовать австралийскую, хотела сказать, австрийскую еду. Это потому что нам очень интересно. Самое важное — это попробовать сосисочки, сыр и вот эти вкусняшки, ребята. Ну, короче, сейчас вас ждет минутка дегустации от Лёлика и Болика. И Марио. Марио. Доброе утро, мир. Вообще, сейчас, между прочим, 9, почти 10 часов, а я выгляжу так, как будто я всю ночь это пила. Много пила, вообще опухшая. Ну, это потому что мы очень много ходили, плюс перелет, плюс много пила воды, и вот это вот все, и вот так выгляжу. Я помню, что я вчера остановилась на том, что я пообещала все продегустировать. Но мы все продегустировали, но ничего не рассказали. Очень плохой свет был. Да, очень. Саша, тебя не видно. О, вот он. Сашок, а спустись немножко ниже. Поэтому ты как будто в темноте. У нас, ребята, на улице солнышка нету, но просто темно. И Но очень тепло. Мы спали, чтобы вы понимали, с открытым окном, потому что с закрытым было очень жарко. Тут реально намного теплее. Топит? Топит еще. Тут намного теплее, чем в Польше, да. Короче, ребята, вот мы ели сосиски вот эти. Сосиски довольно-то вкусные, Очень пряненькие. такие интересные, необычные. Угу. Эти печеньки вообще не очень. Посмотрите, как они красиво выглядят. Как они красиво выглядят по-лухарному. А на вкус они вообще не лухари, не очень Не вкусные. 1,5 евро. Да. Мяско это очень вкусно, сейчас будем. И тут еще кусочек сыра остался. Вот сыр тоже вкусный, бри был вкусный. Бри вообще, я обычно не люблю, а этот был. Саша еще вино, а мы показываем, да? Да. Вино, оно стоило дешево, и Саша сказал, Меньше что... 3 евро, классно, хорошо. Вот, меньше 3 евро, очень вкусно. И смотрите, у них вот такая пробка. Это удобно, потому что мы Вино. не смогли открыть Да. пробку. Офигеть удобно. Потому что вот такая, знаете, пробковая пробка, когда там внутри, когда вот так вот надо вытягивать, то чувствую, у нас такого ничего нету. Вот такие дела, ребятки. Короче, поверьте, было почти все вкусно, кроме вот этого. Ребята, вот посмотрите, что мы тут нашли. Тут продают газету вот в такой вот пленочке, и стоит это евро 30. Ну, просто вот кидаешь сюда, открывается замочек, и ты можешь покупать вот газету. И самое интересное, посмотрите, насколько они культурные. То есть оторвать вот эту штучку, тут вообще, тут даже открыто, посмотрите. Возьми бесплатно ее. Но нет, они подходят, кладут сюда денежку. Ну, мы, конечно, не видели, что кто-то это делал, Но никто не рвет. Ну, то есть, это все очень аккуратно. Там тоже такая штука. На каждом углу есть такая штука. Это не рваная. Ну, то есть, видно, что они не обрезают. Тут ножницами обрежь, да и забери, да? Сашка, прикольно. Вообще, вот это Да. вот новая для нас штука. Очень неожиданно. А еще, смотрите, тут везде есть вот такие электронные весы. Не электронные. Ой, не электронные, а старенькие такие. Аналоговые. 20 центов. Да. Кидаешь 20 центов, там вот есть, и все. Становишься, и там можешь определить, сколько ты килограмм. До 150 Да, есть шоколад. да. Я Так они, вообще... конечно же, вот что-то двигается. А, двигаться... Ой, это мы подошли, и он стал двигаться. Не, это я нажал. Как бы они заблокированы, но вообще да. механизм работает. Блин, прикольно. Ну да. Ребятки, и посмотрите город. Город, который в воскресенье. В принципе, людей не так много. Обрисовано, везде, ребята, обрисовано. Итак, а мы идем в магаз. И еще вот это здание, которое мы сейчас стоим, возле этого здания, мне так напоминает Лодзь. Тут вообще многие здания похожи на лодские здания, да? Только здесь все более сохранено. И вообще они какие-то, как Саша говорит, консерванты. То есть реально консерванты. И вообще, как Саша говорит, они очень консервативны. На самом деле, вот сохранить вот это все. И поверьте, это не одна такая штука. На каждой остановке, да. Блин, вообще. И вот эти газеты. Блин, это вообще так мило. И еще прикольно, что вот есть площадка, такая для детей.
Короче, ну прикольно тут. Так, идем изучать дальше. Если увидим что-нибудь интересненькое, обязательно просто, да, Алехандро, вам покажем. Кстати, еще последнее хотела сказать, как тепло. Вообще. Ну, сегодня тоже тепло. Мы вот так вот расстегнуто ходим. Все, теперь все. Ребятки, послушайте, птички поют. Слышите? Тю-тю-тю. Это вот птички. А мы приехали в музей. Недалеко от центра, Да. И тут, короче, есть жилые дома. И вот один из жилых домов. Честно, меня очень это удивило. Потому что я ожидала немножко другого. Но при этом все очень чистенько. Очень, как сказать, вот они слишком культурные. Строгие, культурные. Я, честно говоря, в Италии такого не замечала, во Франции тоже такого особо не замечала. А вот в Австрии вот это очень заметно. Понимаете, они носят все одну и ту же маску. Вот им сказали носить эти маски, они носят эти маски. Вот с этими газетами я вам показывала. А бабулечки выглядят как английские королевы. Бабулечка, которую мы вчера видели, ей лет... И такая не одна, ей лет 70, а у нее сумка, Валентина, 70 лет. Бабулечки. Как все аккуратненько. Ну, вообще, мне как бы нравится. Конечно, я бы, наверное, не хотела остаться здесь жить, Сашка. Но при этом, да, все тут очень так хорошо. Тут безопасно еще. Вот чувствуешь себя в безопасности. А вон детская площадка, вот дальше там. Вон там видна горка. А мы идем в музей тем временем. Ребят, а вот опять газеты. То есть есть человек, который каждое утро ходит и вот пополняет газетами. Пожалуйста, можно вот бесплатно взять. Газета. И вот, ну, как все аккуратно. То есть насколько они ухаживают за своей землей. Ну, молодцы. Это, наверное, тоже жилой дом. Не вем. Я думала, тут такая полноценная детская площадка. Просто горка и домик. Ребят, я в Сакуре. И Сашка тоже. Сашка, ты где? Вы видите это? Это вишня. Мы так, ну, розовая вишня. Офигеть. Во-первых, удивляет то, что тут цветет растение. То есть тут намного теплее. А во-вторых, удивляет то, что мы увидели тут сакуру. И для этого не нужно ехать в Японию. Алехандро, как тебе такие две информации? Вот вам еще немножко Алехандрочка. Полюбуйтесь, пожалуйста. А теперь любуйтесь на эту красоту. Ой. Это реально сакура. Во-первых, мы находимся вот где-то вот здесь. И идем вот в этот цирк-музей. Он сегодня бесплатный. И мы туда пойдем. И вот еще сакура. Блин, так красиво. Я реально, ребята, вижу первый раз в жизни сакуру. А ты? Не знаю. Ну, когда ты еще видел? Ну, если это прям сакура. Ну, а вишневую цветущую я видел, но это... Ну, розовую цветущую вишню ты не наверное, видел? Значит, это сакура. Все, не мешайте мне думать, что это сакура. Пожалуйста. Пошли уже. Зашли в музей цирка и клоунов. Это, ну, я впервые вижу такой музей. Очень, как всегда, все старинное, как все в Вене. И это бесплатно. Да, бесплатно. Он работает 3 часа в неделю. Как раз сегодня. Сейчас. Да, он спросил, откуда мы, и пригласил дальше. Я вообще в восторге. Вообще, я думала, это все неправда и закрыто. Ты заходишь, такая дверь. Да, и нужно там позвонить. написана кнопочка, типа, позвоните. И мы позвонили, и вышел хозяин и говорит, пожалуйста, заходите. Угу. Прикольно. Смотри, костюмы. Блин, ребята, мы обязательно оставим это место, да, в описании. Работает по воскресеньям с 10 до часу. Ну, 3 часа в неделю. Но зато бесплатно и прикольно. Ребят, я нашла для Алехандро сапоги. Ой, ботики. Какие, цветные или цветные, черные? под костюм какой-нибудь.
черная, просто по лоде гулять. Да, они все равно это- пыльные уже. А это пыльная на работу за мной ходить. 3 пары обуви. Прикольно. Вот что это вот так вот? Вот эти вот. Свистки какие. Это свистки? А вот дальше, вот здесь А дальше значки. не знаю. А ножницы? Офигенно, блин, ребят. Сашка думает, что я его фоткаю. А он танцует. Я тебя фоткаю, Сашка, позируй. Позируй, я фоткаю. Ага. Дальше. Следующая фотография. Еще фотография. Еще. Шикарно. Ребятки, ну и обещали показать со стороны, как выглядит этот цирк. Выглядит Музей, это... цирк. Да, музей цирка, извиняюсь. Вот дверь, там заходишь, там вот звоночек, и все, вам открывает хозяин, я так понимаю. Это все бесплатно, но можно оставить, ну, такое thank you, пожертвование, какие-нибудь копеечки. Если хотите, вас никто не заставляет, в принципе, очевидно. да. И это все было возле Сакур, как вы понимаете. Ой, ребятки, у нас такое яркое солнце, но мы находимся в парке-дворце Ну, это дворец Шонбрун. 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 И тут огромный парк. Мы сейчас Да. обойдемся со всех сторон. И мы хотим здесь пару часов провести. Ну, тут, в принципе, такой парк, что и нужно пару часов, да? Ну, внутрь мы не пойдем дворца. Угу. Это не бесплатно. И мы уже посмотрели в интернете, как он выглядит. Так, я вам немножко такую экскурсию проведу. О, Саша, смотри, какое платье у девушки. Зеленая, да? Да. Может, это свадьба? Да. Это свадьба, видите? Прикольно, никогда не видела арабскую свадьбу. Класс, такое красивое платье. Короче, ребятки, вход выглядит так. Идем дальше. Вот мы уже немножко переоделись Посмотрите. и нашли свои любимые кустики. Блин, ну просто идеально. Класс. Я вам говорила, что на даче обязательно нужно это поделать. Блин, мы обожаем эти кусты. Ну как желешки. Как можно их так вот идеальненько? Просто идеально, да? Их постричь. Обожаю их трогать. Чё, я в 2 куртках? Но это все из-за того, что сейчас тепло достаточно, а мне холодно достаточно. И Сашка снял куртку, а я ее И мы идеально подходим. Это я хотела сказать. И солнце вообще очень Во все страшное. стороны, Смотри, некуда да. спрятаться. Вообще территория гигантская. Сколько тут гектаров, как думаешь? Я не знаю, сколько один гектар. Триллион гектаров. Это очень много. Это мы только начало. Это да, это еще даже не 10-ю часть мы прошли. Смотри, вон цветы цветут. Блин, мы только приехали с Польши, там вообще еще листов даже на деревьях нет. Ребят, мы тут с Сашкой обнаружили кое-что интересное об австрийцах. Мы тут обнаружили, что деревья во всем парке просто идеально. Я не знаю, вот вы Ну, видите, линейка. они идеально вот под линейку ровно обрезаны. И вверху то же самое. И мы, короче, идем, гуляем и увидели такое сооружение. И потом мы увидели такое же второе сооружение. И тут мы догадались аналитическим И умом. вот здесь видно, зачем Да. оно нужно. Да, и вот вы понимаете, зачем это нужно? Для того, чтобы вот идеальненько обрезать все деревья. Это вообще, это вот просто деревяшка, вот на этой деревяшке стоять и вот это все обрезать. Алехандро, ты в шоке? Да. Это ж, ну, это Ну, огромная работа. ну, во-первых, тут триллион гектаров, блин, пока это все обойдешь, это мы просто ходим, гуляем, а вот это все обрезать, мне кажется, на одно дерево уйдет полдня. А Да. тут сколько этих деревьев? Вы в шоке, ребят? Мы тоже в шоке. Идем дальше. И еще там вон такие кустики желтые, красивые, но к ним надо поближе подойти, и вам ничего не видно. Итак, вот обратная сторона этого великолепнейшего дворца. Я так понимаю, что это вот, ну, один из самых главных видов в этом парке. Открыточно. Да, открыточный. И вот посмотрите, какая огромнейшая территория. У меня один вопрос. Лично меня больше привлекает обратная сторона, вот там. Ну, она всех привлекает. Это, конечно, очень красиво. Но мы сейчас туда как бы собираемся, ребятки. Нам обязательно нужно все это посмотреть сверху. Дай. Да. Вот тут есть даже такой вид развлечений для ленивых и богатых. Смотри, как сидит, спинка ровная, да? Видишь, как он сидит? Ну да. Как он
Как он называется? Шофер? Ну, я забыл. Ребят, я сама забыла. Кучер. Кучер, вот, шофер, говорю. А мы подошли К самому интересующему. к фонтанчику, который пока не работает, наверное. Ну, я думаю, что он пока не работает, потому что не сезон. Да, Но это красиво, да? И как всегда, Нептун. топаем вверх. Топы. Нам еще очень много топов. Ну, подъем такой Да. хорошенький, Мгм. крутой. Мне уже стало жарко, и я уже вот так иду. На самом деле мы еще только пошли, вот покажи. Мы только-только. Да. Ну, минут 10 подниматься до смотровой вид площадки. должен быть роскошный. Не такой, как мы вот вчера вот это вот все. Вот это вот все, что было вчера, забудьте. Хайкинг небольшой. О, хайкинг это вообще офигенно, полезно для здоровья. Забрались мы наверх до Глориетты. Отсюда классный вид во все стороны. Куча смотровых площадок. И мы еще планируем здесь пикничок себе устроить. Класс. И там горы, такие небольшие. Уточки плавают. Ой, вообще тут, ну, прям очень клево, да? Да. Много людей, все отдыхают. Прикольно. Летаешь. Наш проездной действует последний час, и мы добрались в конец города. Еще одну достопримечательность зацепить. Но она не суперизвестна, но для нас это было прикольно. Короче, вот эта вот вся разноцветная штуковина. Я не знаю, какие могут быть у людей варианты, но это мусоросжигающий завод. Вот так. Сказать, что это неожиданно, ничего не сказать. На самом деле, очень много людей здесь ходит. Ну и такое пространство, где можно свободно прийти, поглазеть, пофоткать. Да? Да, Ну, блин, это необычно. да. А ребята, как мы сюда добирались, ну, все как обычно. Очень долго. Нет, Ну, мы ехали. можно было доехать на метро, но мы решили на трамвае, чтобы еще город. посмотреть, да. Ну, я имела в виду, когда мы сюда именно шли. Ну, тут там немножко просто не очень- оборудовано. Да. Ну, в принципе, неплохо, бывало и хуже. Да. А вот еще здание. И вот сейчас вот прямо здесь метро. Мы поедем дальше. Да. Не, ну подожди, давай еще раз покажем. Вот эта труба, она вообще... Труба немножко сейчас потерялась, потому что за зданием она издалека очень видна, она золотистая, смешная. Вообще так прикольно. Я бы не сказала, что это завод. Я бы подумала, что это какое-то место, где там ресторан. Музей, детская какая-то игровая штука, что Ну, короче, угодно. вот так, прикольно. Мы тут гуляем возле этого мусорного завода. Ой, вот так вот там все, вот так все видно, все красиво, все интересненько и необычненько. И меня вообще это как бы просто удивил, так же, как и завод. Сашка, что это за ежики? Блин, ну прикольно, они такие милые, и их так много. То есть, вон, вот это вот все это ежики. И тут метро, слышите, как шумно? Прям станция метро. Потрогаем? Блин, ну это не кусты, конечно, Сашка. Кусты забавнее трогать. Ребята, мы находимся в костеле. Мы очумели от красоты. Ну, это очень красиво. И самое интересное, как непримечательно он выглядит снаружи. Да, а внутри чудесно. Ну, это роскошно. Вот эти колонны винтовые какие-то. А второй этаж. Это как будто театр. Посмотри, вон там, типа, второй этаж, балкон. Круто. Еще орган, очень красиво. Нам сказали, что пару минут можно. Мы перед закрытием пришли, да, быстренько. Приходит. И вот такая иезуитская церковь. Ну что примечательного? Ну ничего. Ну обычный костел, который Белый. Просто. Миллиард в Европе. То есть больше Мы в на целом каждой улице. случайно решили попробовать зайти, а там красота. Не, ну реально в Польше таких, ну, блин, пару штук и на каждой улице можно снять. Ну, я имею в виду с фасадом. Да. Тут еще рядом красивое что-то. Академия чего-то там. И машина красивая. Вообще, такой красивый цвет. И такая аккуратненькая, да? Очень чисто. О, внутри Саша, как смотри, все. самая любимая газета, видимо. Скайпер. Пошли посмотрим внутри. Мерседес. Не, ну спереди очень мощно. Сашка, сфоткай меня. Решили заглянуть еще внутрь и показать, потому что она в идеальном состоянии. Кожа. А, вон какая-то царапина. Блин, Но все начищено. мне кажется, тут спать даже можно. Ну, офигенно. Да, на диванчике, я уверен, мягкие.
Блин, я прокатилась сейчас. Она идеальная вообще. А это что за марка? Мерседес. Мерседес. Да. Такой прям представительский. Я не знаю, годов 60-х или даже раньше. Ребят, ну мы тут гуляем, идем есть и по походу и по ходу к еде увидели такой, ну я так думаю, что это кафедральный собор. Ну, это святого Штефана. А вот святого Стефана. Ну красиво же. Ну красиво, однозначно. Только мы сбоку, получается, а завтра в него можно будет войти Хулиган. бесплатно. Кто хулиган? Бутылку оставил. Вот, ну я засняла его, Хотя Саша. он... Еще Это сейчас он. бычок будет куда-то приедет. Саша возмущается так. Это вот этот человек, ребята. Такой, на вид такой весь серьезный. Запомните его в лицо. Это он. Сашка его засняла полностью. Это не сильно. Офигеть! Ребята, Это мусорка рядом. ребята, вы его запомнили? Посмотрите. Узнайте, где он живет, и мы к нему придем с Сашкой. И знаете, как это, как кота, когда наказывают, типа за хвост. Типа плохой, плохой. Давай. Хулиганье. Хулиганюк. Сашка, у нас все на чеку, да? Ну, все зафиксировано. Мы все... Полиция нравов просто. Но мы находимся в самом эпицентре просто Венеции, Вены. И, во-первых, это один из самых популярных магазинов. Там вот эти вот конфеты, их Моцарт или что такое, сладости известные. Тут людей очень много. Мы в воскресенье. И вот такое красивое здание. Ну, мне очень нравится. И люди фоткаются, везде мешаем им со всех сторон. Но они нам тоже мешают, поэтому... Но нам еще с Сашкой мешает вот это здание. Ну вот к селу, не к селу, не к городу. Вот нафига его такое? Он такой современный здесь. Ну, такой стоит, да? А тут такие красивые старинные здания. И нафига? Скажите нам, пожалуйста, ответьте нам с Алехандру на вопрос. Поставили вот это вот современное, но оно красивое, но современное, оно Нет, сюда не вписывается. Сашке не нравится. Красивая даже по-современному. Ну, симпатичная. Да? Не симпатичная, нет? Зашли поужинать в заведение Нордзи с фастфудом из рыбы и морепродуктов. И здесь есть такие свои купоны и 2 блюда основных плюс кола. Нам достались за 12 евро, хотя по отдельности они стоят в районе 8 или 9 евро каждая, плюс еще кола отдельно. А так, 2 больших реально блюда, мы полностью наедимся. 12 евро за 2 человек.